Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, это канал о рукоделии и вышивке крестом. И у нас сегодня 31 мая 2025 года. И это о чем говорит? Это говорит о том, что надо подвести итоги весны. Да, весна прошла, и несмотря на то, что наша весна была очень дождливая и долгие дни, недели даже, мы не видели солнышко, но для природы это было прекрасно, потому что у нас все цвело, пахло, и трава зеленая. Это лучше, чем засуха. Ну, когда заливают, тоже плохо, но тем не менее весна была прекрасная, не было очень жарко. И я довольна весной. У нас был большой урожай черешни. Кто видел мои влоги, тот видел, что я и варенье варила из черешни, и замораживала черешню. А кто не видел, проходите и смотрите. Вам понравится, потому что во влогах у меня не только вышивка, а и все о том, чем я живу и чем я дышу. Подведем итоги весны, и я вам сначала покажу мои финиши. Их было немного, но они были прекрасные. И потом покажу, что я вышивала. И если это не растянется на вечность, я покажу вам планы на лето. Да, у меня есть планы, несмотря на то, что у меня масса начатых работ, которые надо завершать. У меня есть и планы начать что-нибудь новенькое. Добро пожаловать и приятного просмотра! Так как я развела много процессов, я делала старты, как вы помните, и зимой, и поэтому у меня было много движняка, много процессов и мало финишей. И в какой-то определенный момент я подумала, так надо что-то заканчивать, потому что я хватаюсь за все подряд, и это, и то, и пятое, и десятое. Я там и в кубики бросала, какой процесс начать, какой этот самый. Но потом решила сосредоточиться именно на весенних моих проектах. И первый проект, который я закончила, были тюльпаны от Mill Hill. Очень красивые. Я вам покажу превью, если кому-то интересно и вдруг кто-то захочет их вышить. Вот их номер, вот их название. И вот что у меня получилось. Я их уже даже оформила. Вот такие красивые тюльпаны получились. Они прекрасные, они очень яркие, они сочные, в них много жизни и весны. Я обожаю желтый цвет, мне нравится желтый цвет вообще в жизни, в одежде, и мне нравится вышивать. И на этой желтой основе эти тюльпаны это как витамин С. Вот это была такая первая работа законченная. Было здесь в этом дизайне не так уж много бисера. Вот как вы видите, в рамке был голубой бисер. Немного бисера было в самих тюльпанах, как вы можете видеть, красный. Совсем немножко в вазе, в вазончике, в тазике, кто как называет. Вот такие бабочки с бисером. И все, бисера совсем здесь было немножко. В основном здесь это были ниточки мулине. Мне нравится вот эта шахматка, как здесь она вышита. Получается, она вот так подальше, она просматривается. Видите, чуть потемнее, чуть посветлее. Очень красивый дизайн. Я знаю, он завоевал сердца многих вышивальщиц, многие его вышили, и это оно того стоит, потому что он действительно великолепный. Очень красивые тюльпаны. Mill Hill радует, несмотря на то, что там пуговички какие-то или еще что-то. Эту рамочку я заказала на тему. Она покоцанная, вот такая мне пришла. Ну что ж, это будет типа антик.
Вот такая красота получается. Мне очень нравится, я очень довольна, что я вышила этот дизайн прекрасный. Следующим проектом, который уже был, естественно, начат, и где-то он был на середине, это были весенние кружева от украинского дизайнера Юлии Крафт. И вот такие кружева у меня получились. Очень красивый, очень нежный дизайн, просто великолепные, сдержанные, но тем не менее очень-очень нежные. Мне очень понравилось вышивать. Оформила я его вот в такую раму. Опять же, это рама с тему. Сначала я думала оформить его в коробку из Икеи. Но потом я решила, что такая красота должна красоваться на стене, и я решила, оформила именно вот таким образом. Очень красивый дизайн. Юля просто ворвалась со своими дизайнами, со смесовыми техниками. Здесь вы можете видеть и хардангер, и блэквок, и лонгстич, шовчики. Ну, великолепный и бисер здесь у нас, и биконус. И вот так это великолепно, красиво выглядит. Несмотря на то, что Юля молодой дизайнер, ее работы уже узнаваемые, она очень плодотворная, у нее очень уже много работы, очень много схем. Я обязательно вам оставлю ссылочку на ее Инстаграм, и вы сможете посмотреть и приобрести ее схемы. Это прекрасные. Посмотрите, какие интересные здесь. Кроме того, что она продает схемы, она продает наборы. И вишенка на торте, как говорится, это ее видеоуроки. Если вы любуетесь на это, но боитесь сделать хардангер, либо вырезать вот эти все элементы, у нее подробнейшие видеоуроки, и даже самый начинающий сможет вышить вот такой шедевр, я не побоюсь этого слова. И, естественно, у меня еще есть схемы от Юли, и я буду обязательно их вышивать. Очень мне нравится. Прекрасно, прекрасно. Посмотрите. Конечно, блэквок здесь мне немножко потрепал нервы. Это не сложно, нет, не сложно, но это очень-очень кропотливо. И это занимает, конечно, больше времени, чем все остальные элементы хардангера, либо... Забыла, как называется эта техника. Хардангер, да, наверное, не знаю. Вот, прекрасно, видите, бисер здесь. Ну, все настолько продумано. Это вот эти и алжирский глазок здесь, и рисовый стежок, и здесь золотистая Rainbow Gallery. Это ж надо все придумать в голове, потом это все нарисовать и вышить. Все работы, которые Юля продает, она вышивает сама. И только потом они поступают в продажу. Это не так, что придумал, нарисовал, вышивайте как хотите. Великолепно. Следующей законченной работой было мое страдание и мучение. Это была Primavera от Serenità компания. Вот такой небольшой, но очень кропотливый дизайн. И, как я уже говорила, это видео, скорее всего, будет для людей, которые не смотрят мои влоги. Поэтому здесь, кто смотрел влоги, они 150 раз это видели и 150 раз слышали мое нытье по поводу этого дизайна. Этот дизайн, он кажется очень простой, очень маленький, очень симпатичный. И какая вообще здесь сложность может быть? Ну, он дался мне настолько сложно, как долго я его вышивала. Как долго я над ним страдала, я постоянно в нем ошибалась, хотя казалось бы, что тут ошибаться. Но, тем не менее, это очень
изнуряющий, скажем так, был дизайн. Это будет баннер, и я вышиваю каждый элемент по сезону. Вот весной я вышила весну, осенью начала я с осени, вот осень была. Осень прекрасная, осень я вышила, она мне понравилась. Собственно, весь мне баннер понравился из-за этой осени. Вот такая была зима. И вот то, что я сделала весной, вот это. Вот поближе посмотрим мы. Самое простое, это была, соответственно, надпись «Примавера», «Весна» с итальянского переводится, сердечки, это все было просто. Начала я с ромашек, я вышила эту ромашку и пошла вышивать вот эти ромашки. И я где-то ошиблась, и я такая подумала, да ладно, что эти ромашки, ну каша здесь, ничего страшного не произойдет, если я там где-то что-то подгоню. И я пошла вышивать дальше, а дальше оно запутывалось еще больше и больше, больше и больше. И дошло до того, что я вышила практически вот здесь 3 ромашки, и мне их пришлось все распороть, потому что, ну, оно не смогла я подогнать так, чтобы это было незаметно и красиво. В ромашке здесь, чтобы вы понимали, 5 оттенков. Поэтому вы можете представить, как это было вышивать серые, средне-серые, светло-серые, белый, еще какой-то такой серо-зеленый. Ну, в общем, это было не так уж просто, как кажется на первый взгляд. И эти ромашки не такие, они уж простые. Очень они уж хитренькие, эти ромашечки оказались. И потом, в конце концов, я довышивала ромашки. И долго лежала, и потом я, когда я решила, что надо все-таки финиши какие-то сделать к весне, я дошила вот эти вот бабочки. Бабочки тут тоже каша-малаша. Единственный плюс в этих дизайнах, здесь очень мало бэка. Здесь немножко в бабочках бэк был, и все. В ромашках и во всем остальном бэка не было. Ну, вот так красиво получается. И баннер будет, конечно, очень красивый. И, естественно, мне осталось только лето. И я довышиваю это лето. Но я сомневаюсь. У меня есть еще дизайны от Serenità di Campania. И один дизайн, который мне очень нравится. Парочку такие, которые, ну так, середина наполовину, а один дизайн мне очень нравится. И надо посмотреть внимательно. Если там опять вот это какое-то сумасшедшее количество цветов на вот такой маленький клочок, то я, наверное, вряд ли буду его вышивать. Но, тем не менее, вот такой великолепный дизайн с маргаритками, с бабочками, весенний-весенний, он завершен, и я этому очень рада. Ну и после этой Serenità di Campania, когда я так возилась и очень долго мучилась с ним, мне захотелось что-то вышить, что-то быстрое, легкое и с быстрым результатом и не очень трудоемкое, скажем, такое. И я вышила вот такого львенка от Милхила. Посмотрите, какой он милый, какой он славный, этот львеночек. Это будет подарок моей дочке. Здесь я задник, как всегда, закрываю самоклеящейся бархатной бумагой. Опять же, с Алиэкспресс купленная. И вот такая это будет подвесочка. Ну, в идее, это, ну как, что предлагает производитель, это магнитик. Ну, магнитики как-то у нас популярностью не пользуются, и поэтому это будет подвесочка. Ее можно подвесить куда угодно, на сумку, на рюкзак, на елку, как вам заблагорассудится. Вот это такое превью, если кому-то надо номер, если кто-то еще не вышивал его, называется «Львиное сердце», вот такой у него номер, и это весенняя коллекция. Интересное в этом льве было то, что здесь крестики только в его мордочке, в голове, в гриве, вот здесь.
А это все тело вышивается вот таким стежком, как называется, звезда стежок. И здесь очень много бисера. Такой богатый на бисер. Смотрите, и в гриве здесь бисер, и в мордочке, и вот здесь везде этот бисер, бисер, бисер. И, конечно же, вот такое сердечко. Очень милый львеночек, прекрасный. Мне нравится. Мне нравится овечка еще, но овечку я как-то не могу поймать. Ее очень, почему-то ее нет в продаже. Не знаю почему, честно говоря. Ну, вот, нет. И поэтому овечки у меня нет. Но я, если мне попадется, обязательно ее вышью. Ну, вот такой славный, симпатичный. 2 или 3 вечера я его вышивала, ну и то потому, что там не было особо много времени. Ну вот такой классный, радостный финиш, быстрый и очень легкий, и очень милый. Ну и последний финиш этой весны у меня была красная весна от Рената Паролин. Вот такая это красная весна. Вот такое сердце. У меня вышита красная зима. И вот я закончила красную весну. И я сказала, что красное лето и красную осень вышивать я не буду. Мне этого хватит. Ну вот вы можете видеть и сравнить. Это практически одно и то же. И я не люблю повторяющиеся элементы в дизайне, вот как типа в мандалах, а вышивать практически одинаковые дизайны я не люблю еще больше. И поэтому я остановлюсь на красной весне. Вот такая она у меня получилась, красивая, нежная. Ну, этого достаточно. Рената Паролин, кто не знает, это итальянский дизайнер. Он продает свои буклеты. Наборов у него нету. Вы сами должны подбирать все нитки. Нитками DMC вышивается. Вышивается это очень просто, несмотря на то, что здесь частая смена ниток, несмотря на то, что здесь много бэка, очень много бэка. Вышивается оно легко. Ну, как я сказала, уже практически одно и то же. Вот так поближе. Ну, как вы видите, здесь, видите, повторяются все эти элементы. Также точно на красной зиме это все было. Вышивается несложно, потому что надо выработать просто свою тактику. А у меня тактика была, я вышила вот эти веточки сначала все. А потом как бы на эти веточки я вышивала. Ну и видите, здесь я... Вот здесь 3 ягодки, здесь присоединила 3 ягодки, здесь присоединяю здесь. И хотя бы вы одну нитку вышьете, не надо ее без конца менять. Потом эти листики вышиваешь все и пошел дальше. Опять же веточку эту всю вышил и уже на веточку насаживаешь все эти цветочки. Ну и, во-первых, ты не ошибешься. И вот такие. Ну и видите, сколько много здесь бэка. Очень милые, очень красивые дизайны. Вот кто любит вот эти серии, кому не надоедает вышивать одно и то же, тому наверняка это очень понравится и зайдет. Ну, как я уже сказала, мне не зашло, но тем не менее... Я очень счастлива, что я вышила этих 2 сердечка. После первого сердечка после зимы я была вообще в диком восторге. Мне настолько оно понравилось, и я была такая энтузиастка, и взялась за это 2 сердечко. Но потом как-то мой энтузиазм поутих, и на этом дело закончилось. Ну вот я вам для сравнения покажу зиму. Смотрите. Ну, практически здесь вверх так вообще, ну, абсолютно одинаковые, только другие цвета.
Вот смотрите, те же веточки, та же гирлянда, ну то же самое, понимаете. Есть столько много дизайнов, есть столько много разнообразных разных вышивок, так что не хочется просто одно и то же вышивать. Зачем? Ну, может, кому-то для интерьера там оформить во что-то, да. Ну и кроме того, что я закончила финиши, я оформила некоторые свои новые работы и старые работы. Ну, как вы видели, весенние кружева я оформила в круглую рамочку, тюльпаны в эту рамочку я оформила. Еще у меня давным-давно был вышит вот такой вот кошелечек от Милхила, и он лежал и ждал своего звездного часа, и я его наконец-то оформила. Я сделала вот такой прям настоящий кошелечек. Там внутри денежка, там внутри немножко синтепончика, и я вот так подвесила на сумку. И вышла я этот кошелечек уже, я не знаю, пару лет назад. И все, он лежал. Я все собиралась вышить на обратной стороне, так же точно. Ну, потом я поняла, что это, наверное, не скоро случится, и я решила, что я оформлю его именно так. И вот он у меня на сумке вот так болтается. Когда надоест, сниму. В принципе, неплохо он так выглядит. Вот. Вам показываю, это Милхил Coin Purse. Вот эта вот цепочка. Я ее посеяла, я не знаю, где она, но я ее не нашла. И вышивается она, естественно, на бумаге. И посмотрите, какие здесь остатки. Здесь очень много осталось. Мулине, ну понятно, мулине, но всегда много остается, достаточно на еще один отшив. Но здесь осталось еще очень много бисера, посмотрите. И осталась бумага. И я хочу вышить еще один кошелечек для моей дочки. И поэтому, ну, как я говорила, сначала я хотела вышить на обратную сторону, ну, и чтобы он был с обоих сторон вот такой вышитый. Ну, потом лежит, ждет хорошей погоды. Кому-то плохо. Скорая помощь. Вот такой прекрасный дизайн. И я вышивала не на бумаге, я вышивала на ткани, на вот такой. Это у меня остались кусочки от морковок, которые я вышивала. И вот такой кошелечек у меня получился. Ну вот единственное, что у меня нету биконуса. Ну подберу какой-нибудь другой биконус, не обязательно же такой. У меня есть зелененький. Зелененький тут сюда тоже впишется, мне хорошо кажется. Вот такой кошелечек. А это у меня был какой-то микс этого бисера, и я, потому что не нашла эту цепочку, я не знаю, где она делась, я сделала вот такую подвесочку из вот такого вот бисера. Ну, по-моему, получилось очень даже симпатично. Красивый. Сам дизайн очень красивый. И видите, сколько здесь много бисера. Ну, кроме кошелечка оформленного, я оформила вот такие две коробки. Я показывала эти коробки, я купила в Икее эти коробки. Таких коробок, которые все вышивальщицы любят, больше не продают в Икее. Я не знаю, почему они сняли с производства. А я купила вот такие. Они, конечно, попроще, они полегче. Они сделаны из какой-то соломки. Вот так они выглядят. Видите? А вот эти вот ленты у меня были давно вышиты, и они лежали у меня в ванной комнате. Была такая этажерка, но она была такая старая-старая. Мне не хотелось заморачивать ее, полировать, лакировать. Она была не очень... Ну, она мне не очень нравилась, чтобы с ней возиться. И я вышила вот такие ленточки и положила внутрь этой этажерки. И они у меня лежали там. Потом этажерку эту в конце концов выбросили. Купили что-то новое, освободили место от этой этажерки. И вот эти ленточки остались неудел, скажем так. Вот
я их оформила вот таким образом. Их можно снять, безусловно, вот так они на шляпных резинках. И вот такие сердечки деревянные, опять же с Алиэкспресса, сюда пристроились. Это одна, а вот вторая, она чуть-чуть побольше. Это коробка. И вот здесь также точно она сделана. И вот у меня теперь будут две такие коробки. Буду я их ставить вот так одну на одну. Вышито это все на конве. Я так думаю, 14 каунта. Крупная канва. У меня кусок здоровый лежит с вайберской канвы. Я даже не помню, когда я его покупала или, наверное, еще когда был открыт. Здесь магазин у нас Киаса. Сейчас все позакрывали, сейчас у нас вообще ничего нету. В Лугано есть один магазинчик, где можно кое-что купить, но там небольшой ассортимент. Ну, вот такие красивые коробки получились. Мне очень нравятся. Они смотрятся очень симпатично. Как вам? Безусловно, можно было, конечно, из вот этих лент сделать подхваты на шторы. Ну, видите, дело в том, что я какими-то там остатками, видите, еще какие крестики у меня косые, кривые были. Это вообще даже на конве они такие страшные, но тем не менее, как память пусть остается. Подхваты на шторы, но дело в том, что, как я уже сказала, остатками вышивала, и они разного цвета. Это потемнее, это посветлее, есть еще третья, она вообще совсем-совсем светлая. И как подвесы я уже там примащивала, ну некрасиво оно смотрится. А вот так в коробках, мне кажется, хорошо. До следующего оформления что-то, если будет интересное, придумаю. Это не вышивальное, но меня попросили показать, как получилось платье, когда я его обрежу. И вот я переоформила мою сумку. Была давно-давно у меня эта сумка, и она была уже такая старая, страшная. Я ее постирала, и я ее переоформила кружевами. И вот такая сумка у меня теперь есть. Пляжная. Буду ходить на пляж. Я эту сумку вышла давным-давно уже. Это было одно, наверное, из первых моих видео на моем канале, где я вышивала, показывала эту сумку. Вышивала, как вы видите, я ее по набору на конве. Видите, здесь она уже выгорела, такое здесь какое-то пятно. Но оно не отстируется, я не знаю, это то ли выгоревшее, то ли я пятно какое-то посадила здесь, кто его знает. И вот здесь была зеленая какая-то тесьма страшная, которая мне совершенно не нравилась. Я ее отпорола, но без этой тесьмы она как-то выглядела не очень симпатично, эта сумка. И мне девочки в видео советовали: сделай салфетку, пришей кружавчики. Другие говорили: нафига, хорошая сумка, оставь. И я решила совместить эти два совета. Я решила оставить сумку и оформить ее как салфетку. И я вот такую пришила тесьму, кружева. И мне кажется, очень классно. На летний сезон даже очень она зайдет. И прицепила сюда эту пчелку от брошку, которую я тоже бог знает когда делала. И она уже... Так как я брошки не ношу, она лежит, ну, что лежит, пускай здесь будет, ну, обтрепается, обсыпется, что ж, такая ее судьба. Внутри сзади эта сумка из джинса сделана, карманы, и очень удобно, должна я сказать, вот эти карманы здесь, все можно сложить, необходимые салфетки, там, я не знаю, корм для моей собаки, например. И внутри тоже здесь есть карман, опять же, джинсовый карман, и вот эти
Эти были салфетки из Икеи, и вот на них я их и пришила. Ну, а это ручки. Ручки продавались отдельно, специально для сумки. Ну, вот такая у меня сумка получилась. Мне нравится, как получилось, и я ее буду носить. Ну, теперь все с вышитыми работами, с оформленными работами, с тем, что уже завершено, готово и все. Сейчас хочу вам показать, то я же не только закончила 4 работы, я еще кроме этого вышивала. И вышивала я довольно-таки много, потому как я наделала стартов, поначинала кучу всяких разных дизайнов, наборов. И я сейчас вам покажу, что же я вышивала. И начнем с петуха в маках от Надежды Нагорной. Вот такой прекрасный дизайн. Вот что у меня отшито. Это где-то 30% работы. Он очень яркий, очень насыщенные, такие здесь красивые цвета. Но здесь очень много цветов. Я вам сейчас покажу. Вот в такой у меня коробке они хранятся. Смотрите, сколько здесь цветов. Я даже не помню, не буду вам говорить сколько. Ну, он прекрасный. Этот петух выйдет замечательный. И этот дизайн переходит в летние теперь дизайны, которые я буду вышивать летом. Этот один из тех, которых я буду вышивать летом. Дальше у меня реплика с AliExpress от Dimensions, розы в окне. У кого-то я в видео увидела и загорелось мне вышить эти розы. Я их начала, и вот я их вышиваю, и очень-очень мне нравится, как они получаются. Такой немного, как бы это сказать, старый дизайн. Вот такие розы, они такие какие-то более примитивные, что ли, не знаю. Ну, они очень классные, мне очень нравится, очень легкий. Вышивается быстро, просто. Вот если мы собираемся на море ехать, и я думаю, что я именно этот дизайн с собой возьму, потому что, ну, вообще песня поется, как говорится, вышивается легко, быстро и в удовольствие. И опять же, это все у меня в лето идет, розы, когда еще как не летом их вышивать, буду я их тоже вышивать. И дальше, что у меня? Да, это у меня же еще будет летний дизайн от Serenitadi компании, что я вам показывала. Я вышила вот эти ромашки, это была весна, а это вот лето здесь лаванда. И да, хочется мне это вышить летом, но я ставлю это на попозже, туда ближе к августу, потому как утомляет меня этот дизайн, как-то очень мне он сложно дается, я даже не знаю почему. Но тем не менее, тоже мне хочется его летом дошить, и этот баннер у меня будет уже готовый. Дальше, что у меня еще? У меня же еще зачарованный домик, господи. Этот домик, тут уже практически 90% этого домика отшито. Мне осталось дошить, видите вы, рамочку и сделать бэкстич. Боже, какой он красивый. Я его достала сейчас. И в очередной раз восторгнулась. Как он мне нравится, этот дизайн, как я его люблю. Это просто не передать словами. Надо его закончить, оформить и любоваться им. Скажите, классно. Вот он со стороны на видео так вообще супер выглядит. Так вот смотришь, он не такой красивый, как вот на камеру. Очень красивый. Очень-очень-очень красивый. Так, это был у меня зачарованный коттедж. Следующее тоже это налито. У меня прям планы Барбароса. Подождите, я вам еще покажу. Я ж там еще и планы настроила налито. Что это было? Ага, к нам пришли гости.
Это моя собачка. Хотела поучаствовать тоже. Ну, я ее отправила, потому что она не даст поснимать. Так, следующее, что я хотела вам показать. Что сегодня случилось? Там эти скорые помощи мотаются без конца. Это Mirabilia Tea in the Garden, чай в саду. И вот на этом этапе она у меня отшита. Тоже прекрасный дизайн, очень легко вышивается. Я никогда не думала, что Mirabilia так легко вышивается. Большие площади зашивки. Берешь одну ниточку и шьешь ее до конца. Это... Я вам не показываю превью, наверное, надо превью. Было бы неплохо показывать превью, что я вам показываю. Сейчас, одну минутку. Так, вот так это Mirabilia будет в готовом виде выглядеть. И как вы видите, я вышила уже столик, чайничек, чашечки и начала вышивать платье этой дамы. И вот так красиво получается, очень красиво получается. Выбрала я ткань не по ключу, там она серенькая, а у меня она такая вверх ногами. Вам показываю, как красиво. А у меня она зелененькая, такая светло-светло-зеленая. Ну, мне нравится, красиво она получается. Я так подумала, чай в саду, сад зеленый, и будет великолепно оно смотреться на зеленом фоне. Вот такую ниточку Глориана я не по ключу этот стол вышивала. Ну, мне кажется, она прекрасно вписалась сюда. Он вообще выглядит как мраморный столик. Прекрасно. Очень люблю я этот дизайн. Естественно, я буду его дошивать летом. И вот мы уже посчитали, сколько у меня летних дизайнов запланировано, то есть не запланировано, которые я буду продолжать. Так, раз, два, три, четыре. 4, и это еще не все, и потому что у меня еще Эйфелевая башня в розах. И вот она, где моя башня. Центральная часть у меня вышита, и я уже начала рамку. Сейчас посмотрю, у меня здесь это превью. Да, вот здесь. Вот, видите, я вышила вот эту центральную часть, и я уже начала вышивать вот это. Мне осталось вот это и вот это. И вышито у меня сейчас 35% от всего дизайна на этой башне. Она огромная, смотрите, какая она здоровая. Производитель предлагает сделать полотенце из этого. Ну, я сомневаюсь, что мне хочется полотенце. Куда я это полотенце? Не будут же руки вытирать об это полотенце, естественно. Красивый. Красивый дизайн. Парижские вышивальщицы. Вот кому интересно, как это называется. Я на французском читать не могу. Вы можете посмотреть. Так, вот у нас сайт есть. Можете там даже это все заказать. И вот это как называется. Вот. И это все. Это все, что я вышивала весной. Это то, что все переходит на лето. Но кроме этого я хочу начать еще кое-что. Немного, потому как я понимаю, что у меня уже очень много начатых процессов. Но так как я закончила 2, я подумала, что я могу и начать 2. И сейчас я вам покажу, что же я хочу начать этим летом. Я знаю, что вы сделали этим летом, как в том фильме. А этим летом я хочу начать шовчиковый дизайн. Вот от этого производителя. Вот он как называется. Вот он, его название. Amber Waves. Это шовчики. Это не крестики, это шовчики. Вышивается это на моноконве. Я в покупках уже показывала и смотрела, какие там нужны нитки. И надо сказать, что я уже насобирала
практически все. Мне здесь не хватает только перле зеленого цвета. Я попросила Таечку, она мне обещала купить, потому что есть на казачнина. Но я не знаю, когда мы с ней встретимся. Вот в чем вопрос. Как только я получу зеленые нитки. Ну тут вот так смотришь, эти зеленые нитки, ну вот смотрите, вот этот ромбик этими зелеными нитками вышит. Ну как бы... Не, ну там есть еще, конечно. Еще вот эти все зеленые ниточками, вот это все вышивается. Да. Нужны эти зеленые ниточки. Без них никак. Так, вот это первое, то, что я хочу начать, но это, наверное, начнется не первое, может, это даже пойдет осенью начнется, как я уже сказала, все зависит от того, когда я получу нитки от Таи. И то, что я начну в очень скором времени, это вот такой Dimensions мини, как там называется, Petit Gold Collection. Вот такая прекрасная, уютная бухта. Как он называется? Утреннее озеро. Красота. Красота, красота. У меня есть зима от Gold Collection. Вот у меня будет лето. У меня какие-то сезонные все эти самые. Ну ладно, что же, как бы я знала. Вот такой. Я надеюсь, ну, вы там поставить можете на паузу, если кому-то надо название или номер этого набора. 65091. Вот он набор, номер. Я так думаю. И кроме этого, я хотела вышить вот такую коровку от Милхила. Это мне Тая опять же подарила. И вот такой кораблик. Это мне, по-моему, Ира дарила. Ну, короче говоря, это все дареное. Надо быстро-быстро вышивать. Какие красивые летние наборчики. Но они почему-то называются весенний букет. Так. И вот это были такие планы, это были такие финиши, и это такие планы на весну. Но понятно, что будет врываться в мою жизнь еще неожиданные дизайны. Как, например, я сейчас начала вышивать закладку. Это бордюрчик из сэмплера, из старинного. И я уже так начала, пару стежков сделала. В следующем влоге вы его наверняка увидите, что я там навышивала. И у меня еще достаточно всего остального, чтобы вышивать. Но я думаю, будет лето интересное. Я надеюсь, у меня будет время на вышивку, потому как сейчас... Тепло, хорошо, на улице проводится очень много времени. Вот моя подружка хочет идти гулять, и поэтому я буду заканчивать это видео. Я надеюсь, вам понравились мои финиши, мои итоги весны. Напишите мне, что вам понравилось, что вам не понравилось. Напишите свои чувства. Пишите все, давайте общаться, я обязательно отвечу, я отвечаю на все комментарии. И буду рада вас видеть в моем следующем видео. А на этом все. И пока-пока.